Они думают, что вы думаете о них, и я покажу вам, как это сделать. Это означает, что люди часто принимают ваши чувства и мнения о них за истину. Но прежде чем мы начнем, знаете ли вы, что у вас есть очень мощный инструмент, который может изменить то, как конкретный человек воспринимает вас? Вы используете этот инструмент ежедневно, и большинство людей делает это бессознательно. Но как только вы начнете использовать его осознанно, вы увидите изменения в поведении этого человека по отношению к вам. Они буквально начнут преследовать вас и добиваться вас, независимо от ваших текущих обстоятельств. Они изменятся, и все будет складываться в вашу пользу, только если вы начнете использовать этот инструмент осознанно. Внутри каждого из нас есть семена, которые ждут, чтобы распуститься. Чтобы получить желаемый плод, мы должны выбирать эти семена с умом. В саду нашего разума мы бессознательно сажаем и ухаживаем за этими семенами. Семена, о которых я говорю, называются внутренним диалогом. Да, я говорю о монологах и диалогах, которые вы повторяете внутри себя каждый день. Когда вы выходите на улицу и замечаете, что кто-то на вас смотрит, у вас возникает внутренний диалог. Что они на меня смотрят? Может, что-то не так со мной? Есть ли что-то на моем лице? Когда кто-то ведет себя грубо по отношению к вам, ваш внутренний диалог состоит из ругани и желания отомстить. Когда кто-то не отвечает на ваш звонок, у вас возникает внутренний диалог. Они заняты или игнорируют меня. Так вы сажаете семена в саду своего разума. Вы формируете предположения о людях в вашей реальности. И со временем вы упорно придерживаетесь этих предположений. Под упорством я имею в виду повторение этих предположений и веру в их истинность. Тогда эти предположения становятся реальностью. Предположение пусть и ложное. И даже если разум и чувства это отрицают, но если ему упорно следовать, станет фактом. Эти внутренние диалоги формируют предположения, и эти предположения становятся вашей реальностью. Вот почему ваш конкретный человек думает так, как вы о нем думаете. Многие люди, которые сознательно выбирают свои внутренние диалоги, наблюдают значительные изменения в своей реальности. Я видел людей, использующих эту технику и получающих результаты. Некоторые говорят, что каждый день разговаривают с конкретным человеком в своем воображении. Например, когда они готовят обед, они ведут внутренний разговор с этим человеком. Они обсуждают с ним свой день. Если они идут на прогулку в саду, они рассказывают своему конкретному человеку, как красивы цветы, как приятно выглядит небо, как поют птицы и как прекрасна бабочка. Они сознательно выбирают диалоги с конкретным человеком в своем воображении, и результаты поразительны. Внешняя реальность изменилась, и их конкретный человек начал выходить на связь с ними. Они начали весело общаться и проводить время вместе. Внутренний голос — это тот инструмент, которым вы обладаете. Это инструмент, который вы используете ежедневно, и он на самом деле управляет вашей жизнью. Все начинается с мыслей, и мысли становятся вашей реальностью. Поэтому крайне важно сознательно выбирать эти мысли каждый день и в каждый момент времени. Позитивное мышление позволит вам делать все лучше, чем негативное. Как только вы замените негативные мысли на позитивные, вы начнете видеть положительные результаты. Вы когда-нибудь замечали, что вера и страх возникают из нашей веры в то, чего мы не можем увидеть? Страх основан на негативном мышлении, предполагающем худшие сценарии и их воображении. Вера, в свою очередь, основана на позитивном мышлении, где вы доверяете, что будущие события будут лучше, чем вчера, и все сложится в вашу пользу.
Всегда выбирайте веру вместо страха, так как оба они основаны на вере в то, что вы не можете увидеть. Вера — это преданность невидимой реальности. Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом, как правильно вести эти внутренние диалоги. Ответ прост и легок. Нужно строить диалоги и разговоры, которые соответствуют вашему желаемому состоянию реальности. Если мои разговоры определяют вещи, которые проецируются на экран пространства в моем мире, пока я не изменю свои разговоры, я не могу изменить формы. Если эти формы, которые появляются, хорошие, плохие или нейтральные, являются результатом моих разговоров, тогда я должен изменить свои разговоры. Зная этот принцип, не имеет значения, если то, что сейчас кажется ложью, на самом деле является предположением, хотя и ложным. Если ему упорно следовать, оно станет фактом. Теперь вы собираетесь применить этот принцип на практике. Мы сделаем предположение. Я предполагаю, что все так, как я хочу. Теперь я буду вести разговор на основе этого предположения, и этот контролируемый внутренний разговор, возможно, станет моим величайшим успехом, моим величайшим разговором, гораздо большим, чем разговоры, которые мы ведем на ужине. Какие разговоры вы выбираете поддерживать? Какие внутренние диалоги вы выбираете сознательно? Просто расслабьтесь, отпустите все тревоги и представьте, что вы ведете приятный разговор с вашим конкретным человеком. Просто создайте этот разговор, получайте удовольствие от процесса и не воспринимайте это как серьезную задачу. Воображение должно быть веселым и творческим. Если вы хотите привлечь отношения с конкретным человеком, ключевым моментом является ведение этого внутреннего разговора в вашем воображении, как будто это происходит прямо сейчас. Закройте глаза и сосредоточьтесь на этом. Ваш разум автоматически предложит вам идеи. Слушайте голос вашего конкретного человека в своем уме. Это легко сделать, ведь у каждого есть уникальный голос. Они говорят в разных тонах и произносят слова по-своему. Теперь, когда я это делаю, я осознаю, как она говорит, и вспоминаю ее голос. Если я хочу привлечь отношения с ней, и у меня появляется желание, мне будет легко вести этот приятный разговор с ней, как будто я уже в отношениях с ней. Например, только что я позавтракал и затем 10 минут гулял по двору. Во время этой прогулки воображение было занято разговором с человеком, с которым я не общался. Последние 3 года в своем воображении я создавал разговор, в котором мы общаемся регулярно. Я вел веселый и поддразнивающий разговор с ней, обсуждая всякие бессмысленные вещи и подшучивая друг над другом. Мне было приятно вести этот разговор, и по ее голосу было видно, что ей тоже весело. Я даже пригласил ее присоединиться ко мне в поездке в горы в конце месяца. Это может показаться детским, но именно так вы используете технику внутреннего разговора для привлечения желаемого результата. У меня есть выбор думать о том, что мы не общались 3 года, что она не хочет со мной говорить, что мы никогда не встретимся в будущем и что она не позвонит мне. Но будет ли такой разговор полезен для меня? Изменит ли он мое состояние и сделает ли он меня счастливым? Причинит ли он вред? Конечно, вы знаете ответ. У нас всегда есть выбор, и мы все существа привычки, которые увлекаются разговорами. Я предпочитаю разговоры, которые меняют мое состояние и наполняют радостью и счастьем. Я выбираю разговоры, которые заставляют меня чувствовать себя живым. Дело никогда не в конкретном человеке, а в том, как вы себя чувствуете и какие концепции вы держите о себе. Я видел людей, которые постоянно жалуются и находят проблемы в себе. Они постоянно жалуются на то, что являются жертвами, и сосредотачиваются на своих недостатках и слабостях.
они забывают о своих сильных сторонах и о хороших качествах. Если вы тоже среди них, есть один совет, который может буквально помочь вам. Относитесь к себе как к человеку, которого вы любите. Если вы последуете этому совету, вы легко измените свою реальность. Вспомните, когда вы начали любить кого-то. В то время вы помнили все мелочи о человеке, которого любите. Знали, какой кофе ему нравится, чем он любит заниматься, какое у него любимое место и любимая еда. Когда этот человек был грустным и говорил, что выглядит некрасиво или непривлекательно, вы сразу же говорили ему, что он красив и прекрасен, что он самый привлекательный человек, которого вы когда-либо встречали. Вы всегда старались поднять ему настроение и сделать его лучше. Но когда дело касается вас, вы никогда так не поступали. Вы просто тонете в грусти, забывая, что единственный человек, который имеет значение, это вы. Вы забываете, что вы достаточно хороши и важны. В конце концов, только вы имеете значение. Вы находитесь в этом физическом теле, испытывая ощущения в этой реальности, и вам нужно жить своей жизнью полностью и целиком. Многие люди будут приходить и уходить из вашей реальности, но что имеет наибольшее значение, так это то, как вы живете, во что вы верите и что принимаете за истину для себя. То, что вы делаете или говорите другим людям, не имеет значения, но это то, с чем вы снова и снова столкнетесь на практике. Единственное, что имеет значение, это ваше состояние сознания. Это то состояние, из которого вы смотрите на мир, и набор убеждений, которые проходят через ваш разум. Если эти убеждения позитивны и вдохновляющие, и у вас есть установка на рост, тогда вы будете жить в раю. В противном случае вы живете в аду. Ад и рай находятся здесь, и только вы выбираете, куда идти, в зависимости от вашего состояния сознания. Поэтому всегда предполагайте лучшее, чем вы знаете. Помните, что весь мир в вашей голове. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.